Здравствуйте! Сегодня покажу, как можно связать эффектный шарф крючком по простой схеме. В процессе вязания использовала столбики с накидом, столбики без накида и воздушные петли. На шарф размером 110 сантиметров в длину и 17 сантиметров шириной ушло 100 грамм пряжи с составом 40% шерсть, 60% кашмелон. В 100 граммах 250 метров. Вязала крючком 6 миллиметров. Свяжем основное полотно любых размеров. Раппорт узора 3 петли по горизонтали и 1 вертикальный ряд. С обеих сторон полотно оформим рядом столбиков без накида и бахромой по желанию. Используя крючок 6 мм, наберем 33 воздушные петли или любое количество петель в зависимости от желаемой ширины шарфа, учитывая раппорт в 3 петли. Я вязала не слишком широкий шарф 17 см шириной. Провязав 33 воздушные петли, провяжем еще одну воздушную петлю подъема, пропустим только что провязанную петлю и провяжем столбик без накида за боковую стенку воздушной петли. И далее до конца ряда вяжем столбики без накида в каждую воздушную петлю, провязывая за боковую стенку воздушной петли. Провязав всего 33 столбика без накида, приступим ко второму ряду. И в принципе все остальные ряды мы будем вязать по абсолютно одинаковой схеме. Воздушная петля, поворачиваем вязание и, не учитывая только что провязанную воздушную петлю, в первую петлю нижнего ряда вяжем столбик без накида. Провяжем воздушную петлю, пропустим одну петлю нижнего ряда и в следующую петлю вяжем столбик с накидом. И далее до конца ряда вяжем по схеме. Столбик без накида, воздушная петля, пропустим одну петлю нижнего ряда и в следующую петлю провяжем столбик с накидом. Повторим по этой схеме до конца ряда всего 11 раз и приступим к третьему ряду. Хотела бы обратить внимание на последний кромочный столбик. Это всегда столбик с накидом, который вяжем за 2 верхние стенки нижнего столбика с накидом. Воздушная петля, поворачиваем вязание и, не учитывая только что провязанную воздушную петлю, в первую петлю нижнего ряда вяжем столбик без накида. Провяжем воздушную петлю, пропустим одну петлю нижнего ряда и в следующую петлю вяжем столбик с накидом. Можно ориентироваться по рисунку в разрезе рядов. И всегда столбик с накидом у нас будет провязан в столбик без накида нижнего ряда. Далее столбик без накида мы обязательно провяжем в столбик с накидом нижнего ряда и провяжем воздушную петлю, которую также провяжем над воздушной петлей нижнего ряда. И повторим по этой схеме всего 11 раз до конца ряда. Это и вся схема нашего узора, которую повторяем до необходимой длины шарфа. Мне потребовалось провязать всего 110 рядов, и размер моего шарфа в длину составил 110 сантиметров. Провязав основное полотно необходимого размера, провяжем последний заключительный ряд. И по большому счету он у нас идентичен с первым рядом. Воздушная петля, поворачиваем вязание и в каждую петлю нижнего ряда вяжем столбик без накида.
Провязывая столбик без накида над воздушной петлей нижнего ряда, заводим крючок под воздушную петлю. Столбики нижнего ряда вяжем стандартным способом, цепляя крючком за 2 верхние стенки нижнего столбика. Провязав до конца ряда всего 33 столбика без накида, обрежем рабочую нить и вытянем ее через последнюю петлю. Остаток нити спрячем между петель. По желанию можно оформить шарф бахромой с обеих сторон, для чего нарежем необходимое количество отрезков нити длиной 20-21 сантиметр. Я сделала бахрому из 3 нитей и крепила ее в каждую 3-ю петлю по короткой стороне шарфа. Для упрощения процесса формирования отрезков нити можно использовать любые подручные средства. Я взяла лист бумаги, который шириной 21 см, и на него намотала необходимое количество витков, после чего разрезала нити с обеих сторон и получила необходимые отрезки. Закрепим бахрому узелком в каждую 3-ю петлю по короткой стороне шарфа. 3 отрезка сложим пополам, протянем через 2 верхние стенки 1-й петли и в получившуюся петлю протянем края нити, сформировав таким образом узелок. И аналогичные узелки завяжем в каждую 3-ю петлю по короткой стороне шарфа. И наш шарф готов. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось.